Сегодня 29 марта. Смотрите, какой у нас потрясающий солнечный денек. Да, Компош, тебе нравится? Ты на солнышке хочешь погреться пойти? У меня распускается роза, прям чуть-чуть еще осталось ей. Сейчас пойду полью теплицу. Вот налила себе воды теплой. Наверное, -3. При этом светит солнце. Все капает. Знаете, такой вид, как будто мы где-нибудь в Альпах живем. Такое яркое солнце. При этом достаточно тепло. Прям можно загорать, наверное, на нем. И белый-белый снег. Так красиво все занесло. Вообще. Я уже с утра ходила в теплицу. Вот это мои следы. Выключила там обогреватель и открыла спамбонд, которым мои всходы укрыты. Вот. Так. Сейчас мы их еще и польем. Вот, смотрите. Представляете, меня впечатляет, что вокруг столько снега, а у меня тут оазис. Сейчас даже с выключенным обогревателем, конечно, такое солнце яркое, оно прям греет конкретно. Вот давайте посмотрим, сколько тут градусов. Вот, смотрите. Почти 30 градусов, представляете? Вот так вот нагревается. Ну, я прям немножко хочу полить. На самом деле, мне кажется, что на такую температуру можно уже выносить сюда баклажаны с перцами, рассаду, чтобы она закалялась, как вы считаете. Ну, на солнце, чтобы она была, а не только под лампами стояла. Мне кажется, что уже можно. Сегодня, как я сказала, 29-е. Посеяно у меня все 15-го. Ну вот, считайте, прошло почти 2 недели. Зашло почти все. То есть даже шпинат, который обычно позже всходит, он тоже стал всходить. Это вот руккола у нас. Да, в общем, я довольна экспериментом. Здесь у меня мускарики тоже вылезают. Это я их в зиму посеяла, осенью. И ирисы, вот многие пишут мне в комментариях, за них переживают. На самом деле ирисы, они достаточно холодостойкие. Нормально они себя здесь чувствуют. Потом будет тепло, рассажу их. В общем, вот такой вот я садовод. Я сняла на днях укрытие. Я миндаль с помбондом оборачивала на зиму. Это у меня миндаль трехлопастной. Мы его в прошлом году посадили. Вот эти все веточки боковые, это он нарастил нам в прошлом году. Ну, в общем, мне кажется, что это вот у него букетные почки тут. И будем ждать цветения. Очень интересно. Он должен такими махровыми розовыми цветами цвести. И еще вот тут проходила мимо нашей груши. У нас их 2. Вот это и вон так. Ту мы прививали. От этой ветку в прошлом году прививали на ту. У меня есть видео об этом. Вот на него будет ссылка. Они у нас еще ни разу не цвели, хотя они посажены в 2016 году. Пока мы не жили на даче, они у нас очень плохо развивались. И вот за те 2 года, что мы переехали, ну, по сути, вот этот весь рост, который вы видите, это за 2 года. Я вот здесь проходила, я еще не очень в этом, конечно, понимаю, но мне кажется, сейчас я фокус попробую навести, что вот это, вот не знаю, есть фокус или нет. Да, вот, видите, вот такие большие почки, они очень отличаются от вот этих маленьких. Поэтому мне кажется, что вот эти большие почки, это букетные почки,
И я очень рассчитываю, что в этом году наконец-то у нас груши зацветут. Ну, потому что уже столько в них сил и любви вложено, что они просто, ну, должны зацвести. Вот. Но действительно очень отличаются. Вот здесь вот на веточке вот такие маленькие, видите, почечки. Ну, прям вот совсем такие тонюсенькие, да? А вот это, например, как такой прямо целый, ну, как бутон закрытый. Ну, в общем, посмотрим, насколько я окажусь права. И на той, и на второй груше тоже такие в некоторых местах есть. Вот. Ну, вот здесь, например. Но я не знаю, с другой стороны, это окончание ветки. Может быть, это я не права. Ну, посмотрим. Вот эта прививка. Мы еще, кстати, не сняли пленку. Сейчас вот весной уже снимем, потому что боялись, что птица какая-нибудь сядет и обломится ветка. Вот. А так, прививка, я надеюсь, что она перезимовала, но в прошлом году, вот она, видите, вот эта прививка, а вот эти вот ветки, это она вырастила на ней в прошлом году. Вот так. В общем, посмотрим. Но мне кажется, что здесь тоже есть букетные почки. Ой, скорее бы уже так хочется весну. Такая я довольная. Я еще такая клуша-марфуша сегодня с утра. Потому что я проснулась, и первое, что пошла делать, это сначала я рассаду там все обихаживала, потом я опрыскивала все свои домашние цветы, потом пошла в теплицу, укрытие сняла. В общем, еще даже не завтракали, а уже, между прочим, 12 часов. Вот такое утро у меня. Но я уже давно не сплю. Ну, в общем, сегодня день, погода, такие звуки, это все капает, и снег с крыши падает. А на небе голубые облака. Еще хочу вам показать, какой своеобразный инкубатор я тут придумала. Это у нас, помните, шкаф, который под котлом, под электрокотлом, шкаф, где убраны все эти узлы. Здесь у нас сделаны дверцы. Вот, видите? Здесь распределительный узел. И поскольку полы-то теплые, то здесь у меня тепло. Я сюда поставила лампу подсветки. И, в общем, это у меня петунии я вчера посадила. Может, поздновато, но посадила. В общем, они должны всходить на свету. И свет лучше 24 часа. Я посмотрела, пока всход не появится. И в тепле. То есть должно быть тепло и светло. Ну, в общем, я тут обеспечила. Это у меня прострел. В общем, не знаю, пока не всходит. Даже с 18 марта, уже почти 10 дней прошло, он пока не всходит. Это у меня кабачок кавилли. Тоже что-то никак. Вот сюда его переместила. И артишоки я вчера посеяла. Яровизацию им сделала. 5 дней они у меня в холодильнике лежали. И так до этого проклевывались. Ну, в общем, снимала весь этот процесс. Хочу про артишоки потом такое большое видео выпустить, но уже в конце сезона, на следующий год. В общем, весь процесс с артишоками снимаю, посмотрим, что получится. Ну, в общем, у меня получился вот такой вот тут инкубатор. Тоже у меня такой своеобразный эксперимент. Это мультифлора, которую, помните, мы в теплице откопали. В общем, из 6 штук живые все-таки 3. Причем те 3, которые сразу были с небольшими зелеными ростками. Вот на них уже нарастают эти росточки. Сейчас еще пару сантиметров отрастут. Я буду их черенковать. Я сегодня еду в СДЭК. У меня пришла посылка с японскими удобрениями и средствами для растений. И там у меня есть японский черенкователь. Вот им буду пользоваться. Вот здесь у меня рассада. Что-то это упало. Может быть, у меня там... Надо посмотреть, прикопать его. Вот базилик. Вот это базилик широколистный. У него очень крупные листья. И, знаете, у меня тут фиаско. Хочу рассказать. Короче, я все выращивала гелиотроп. Здесь он у меня был в мисочке. Почти ничего не всходило. И вот один росточек был. Я за ним ухаживала. Вот он, смотрите, когда стал вырастать, стал второй лист давать, я обратила внимание, что этот лист вот такой же кучерявый, как и у базилика. Представляете?
Ну, короче, я их вместе сеяла, видимо, ошиблась. В общем, у меня гелиотроп в результате ни один не взошел. И этот мой лилейный росточек оказался тоже базиликом. Ну, такой облом. Лук порей здесь. Это посев был 15 марта. А нет, это эксибишн. Вот это эксибишн 15 марта. Сейчас еще через пару деньков буду его стричь. А это у меня лук-порей, тоже 15 марта, но сегодня 29, соответственно, вот прошло сколько дней. Это у меня взошла циния, вот, почти 100% всхожесть здесь. Портулаки стали давать следующие листочки, постепенно развиваются. А это вот такие, видите, маленькие совсем. Это я посадила, мандрагора она, по-моему, называется. Или нет, монарда, мандрагора, это вообще из другой оперы. Монарда, ну, которая, короче, бергамот в чай. Вот, в общем, у меня вот здесь и вот здесь. Она многолетняя, вот попробую ее вырастить, потом в сад перенесу. Это лобелия ампельная. Тоже как-то не очень она тут взошла. А это лобелия, которую я до этого сажала, которая кустовая, низкорослая, до 20 сантиметров она. Ну, вроде ничего, нормально. Астры. Вот огурец, который я на ранний посадила, один. Вот тут уже второй лист дает, тоже 15 марта посадки, уже вот второй лист у него пошел. Ну, и здесь у меня баклажаны и перцы. Скоро буду их уже в отдельные большие 300-граммовые горшки рассаживать. Пришел, красавчик, это же красавчик невероятный, да? Снежные штаны у тебя, это что за елка? 28 марта кот с улицы вернулся, смотрите, это что это такое за гирлянда на тебе, а? Ты где был-то, Компот? Ты снежный кот, понимаешь? Что делать-то с тобой теперь? Будем тебя отмачивать. Новый год пришел, Компот нарядился, видите? Ну, сегодня уже 31 марта. Альпы продолжаются. Мы, видите, в Альпах живем. И я в этих Альпах иду с пакетиками редиски досеивать редиску. Прошло уже 2 недели, как она у меня там растет. Сейчас мы ее окучим и досеем рядом, ну, как бы на следующий урожай, да, когда мы тот, даст Бог, вырастет, и мы съедим. Уже подсеем новую. Прекрасный вообще день. Сегодня просто не облачко, но холодно. С утра было -7. Вот сейчас 9 утра. Надеюсь, что... Ну, точнее, не надеюсь, я уверена, что у меня тут все нормально. Я вот как раз иду выключать обогреватель. Мне, кстати, в комментариях пишут, что редиска будет золотая. Но я ее обогреваю только ночью, днем, если солнце, я снимаю. И вот тоже вы меня надоумили. Я, видите, вот так тут приоткрыла, и у меня, получается, воздух как бы дул туда. Вот, может быть, даже, кстати, подсохло. Надо будет сейчас немножечко полить. Ой, посмотрим. Ну что, открываю. Да, смотрим, что у нас тут. Вот у нас тут 20 градусов. Не ловит почему-то фокус. Вот, 20 градусов. Ну, во-первых, уже солнце. А во-вторых, вот смотрите, я, кстати,
вот эти палочки в результате крестиками такими положила. Так лучше держит покрытие. И ирисы растут. Колосятся, я бы даже сказала. В общем, все у меня тут растет. На следующей неделе у нас обещают потепление. Посажу капусту в теплице. И, наверное, астры уже рассажу. Я купила на днях в светофоре вот этот парничок 6-метровый. Ну, даже 6-то мне тут и не надо. У меня 4 метра теплица. Поставлю этот парничок и уже под него рассажу цветы. Редиску надо вот так вот окучить. И у нас здесь не только редиска. Вот это, кстати, редька, которая сомнительно будет расти или нет. Вот сейчас мы, видите, вот я так вот окучу все. Она, кстати, начинает уже давать вторые листики. Вот пошли. Так что процесс идет. Ну все, досеяла я вот тут вот еще у меня, видите, рядок. У меня вот здесь кориандр, он, конечно, медленнее всех всходит, он еще не взошел. И вот между кориандром и шпинатом я решила досеять еще эту редиску. Вот. И еще, знаете, что хочу вам рассказать? Я вчера купила раствор хлореллы и поставила ее выращивать. Вот, сейчас вам покажу. Поставила тоже в свой инкубатор, который я вам сегодня показывала. Ну, в этом выпуске, я имею в виду, снимала 29-го. Поскольку сейчас уже 31-е, 2 дня прошло с тех съемок, да, которые вот в середине этого выпуска были. И солнце такое вообще. Вот. Сейчас мы заглянем в этот инкубатор и посмотрим, что там и как происходит. Вот, кстати, результат очередной поездки в садовый центр. Я тут закупилась. Перлита себе взяла, чтобы черенковать. В том числе хочу лимон свой черенковать. Вермикулит купила, в грунт добавлять. Потом, смотрите, купила пересаживать лимон. Вот такой грунт. Ну, Питер Пэт, мне вообще нравится грунт. Я стараюсь весь грунт такой покупать. И вот тут прям был для цитрусовых в таких небольших брикетах. Вот, потом взяла пленку, это мы сейчас красить наконец собираемся. Взяла укрывной материал, мне там в саду надо будет заложить в некоторых местах. Я цветники им закладываю, да, агротканью, а потом сверху кору делаю. Вот, докупила себе такой материал. Взяла мелкие кашпо, ну такие недостаточно мелкие, под бегонии. У меня 4 бегонии сейчас оживают. Вот под них взяла такие кашпо по 140 рублей. И они, видите, у меня бегонии ампельные, они вот с подвесами. В общем, вот взяла 2 зеленых и 2 серых. Где-нибудь буду сажать. Потом купила себе вот рассаду томатов. Я собираюсь делать, на стеллаж ставить. 15 стаканчиков тут и подносик. Вот 2 таких набора под томаты купила. В общем, вот такие вот у меня тут закупки. Да, и еще купила, вот сейчас покажу, грунт какой-то. Не знаю, посоветовали мне там у нас в магазине. Я не в курсе, не брала ни разу. Вот компания Вермион говорят, что прям очень хороший грунт, что все округи к ним за этим грунтом едут, делают его в Москве при этом. 430 рублей стоит 24 литра. Купила под рассаду, потому что тот грунт универсальный, который я покупала, все-таки он, знаете, не очень себя показал. Он, несмотря на то, что я его вермикулитом разбавляла, все равно торф, ну, как бы слеживается, ну, от полива и такой плотный становится. В общем, все время приходится мне рыхлить рассаду и, в общем, недовольна я им. Попробую. Мне сейчас надо будет скоро перцы, уже баклажаны переваливать в больший объем. Вот попробую этот грунт использовать. Если будет хороший, то на следующий год буду его покупать. Все-таки до момента полностью составления самостоятельно грунта на основе нейтрального торфа я еще пока, во всяком случае, не дошла. Но, не знаю, может, на следующий год я уже созрею к этому. Но пока вот использую готовый грунт. Ну, пойдем посмотрим, что у нас там в нашем импровизированном инкубаторе делается.
Я уже за эти дни, что я вам не снимала сюда... О, кто-то тут вылез, наконец-то, кабачок. Вон, смотрите, такой бедняжка. Ну, хорошо, что здесь светло, он не вытянулся. Это кавилли, кабачок я посадила. Буду растить кабачки ранним способом. Вот он такой хорошенький, тут крепышок. Хорошо, что заглянули сюда. Я 2 дня не заглядывала. Вот. В общем, буду кабачки выращивать ранним способом. Сейчас он у меня немножко подрастет, прям буквально потеплеет, и я его там, в общем, в ящик под укрытие и поставлю в теплицу. Посмотрим, как будет. Подсмотрела на одном канале такой способ. Вот. Ну, в общем, попробуем. На себе эксперимент проведем. И вот еще я очень хочу посмотреть, что тут с пострелом. Вот моя хлорелла. Пока она еще, я только вчера ее поставила, пока еще ничего тут у меня не выросло. Тоже будем наблюдать. В общем, я купила раствор хлореллы. Сейчас я вам его покажу. Налила сюда, ну, наверное, вот 1/4 часть бутылки, потом добавила воды, ну, у меня вода из скважины, не хлорированная, и добавила сюда универсальное минеральное удобрение. Вот, и теперь на свету и в тепле она должна разрастись. Здесь у меня артишок, пока вроде ничего нету, никаких всходов. И здесь у меня петунии тоже рано. Ну, в смысле, рано ждать, потому что я их только 2 дня назад посеяла. Ой, ну кабачку я рада, потому что у меня первый не взошел. Это вот я еще один посадила. Так, вообще все остальные кабачки я буду сажать на рассаду в теплице где-то, наверное, в середине апреля, не раньше. Может, даже к концу апреля. А потом уже буду ее в грунт перемещать. Тыкву буду прям сразу в грунт сажать. Вот уже за эти 2 дня, что я вам начала снимать этот влог, смотрите, как баклажаны, мне кажется, прям зрительно выросли. Ну и давайте посмотрим, что там с пострелом. Он уже почти 2 недели стоит, этот контейнер. И они, главное, такие мелкие, я даже не вижу, появилось. О, да, что-то появилось. Вот. Сейчас я попробую вам увеличить. Вот он, прямо вот этот росточек. Вот представляете, вот из этого пуха, ну вот, который вот тут, вот из этого вот пуха, вот такой вот росток вырос. Это же чудо. Ага, вот еще одна петелька появилась. Слушайте, ну всходит этот пострел. А, вот еще одна. Я только на камеру вижу. Я даже так не вижу глазами. Только в камеру увидела вместе с вами. О, ну 3 ростка зашли. Это классно. Я думаю, что поскольку ему нужно тепло и влажность, а там у меня достаточно светло, я его там и оставлю, наверное. Пусть он пока там растет. В общем, вот с пострелом тоже, представляете, все получается. Если не погибнет, то вообще будет супер. Попробуем вырастить пострел. Вот, спасибо большое моей подписчице, которая мне прислала семена. Интересно у вас, как получается, взошли они у вас или нет. Ну, на этом, мои дорогие, хочу с вами на сегодня попрощаться. Вот, большое спасибо, что были со мной. Ну, извините, если кому не интересно, сейчас получаются вот такие вот огородные выпуски. И с этой редиской, может, я уже вас замучила, но действительно я так воодушевлена происходящим, так мне это все нравится, что я не могу с вами не делиться. Ну и я очень надеюсь, что те, кто пока не имеет возможности ездить на дачу, так как очень много снега, да, вы живете в городе, конечно, это при постоянном проживании здесь возможно вот так за всем ухаживать, а когда ты только наездами и дачник летнего периода, то, наверное, вы еще не ездите. И я надеюсь, что вам приятно сажать и выращивать вместе со мной. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там у нас с вами еще более плотное общение, ссылочка на него будет в описании к видео. И до новых встреч на канале Паш Таш Муляр. Пока-пока. Body craves identity. Green mango peach, what a tea.